Вот, друзья, мы провязали 11 петлю 2 ножки, здесь 11, и вот здесь на том стороне тоже 11 петли 2 ножки. И наша шапка приобрела вот такую форму. Друзья, конечно, у вас возникает вопрос, почему именно мы выбирали 11 петлю петли 2 ножки, для чего эта цифра нам и как мы эту цифру находим. Когда мы достигнем к 11 петли 2 ножки, наша длина макушки шапки будет равна 26 сантиметров. И это соответственно будет к размерам макушки головы. И поэтому мы находим эту 11 петлю 2 ножки. И отмечаем эту 11 петлю на схеме. Теперь как мы эту цифру найдем? Друзья, эта цифра найдется по расчету из 17 петель. Двух частей из 3, 17 петель, у нас получится 11. Это как это понять, как рассчитать? 17 мы будем разделить на 3 части и потом будем умножать выходящую цифру на 2. И у нас получится 11 и чем-то. Вот мы находим вот таким образом эту цифру. Когда мы доходим до этой цифры, начнем формировать затылочную часть шапки. Будем сокращать петли в затылочной области. И для этого нам необходимо будет эти расчеты и найти эту цифру. Затылочная часть у нас имеется между красными маркировками. У нас имеется 49 петель. И эти 49 петель, друзья, делим на 5 частей. Давайте я это расчеты покажу на схеме, и вам будет более понятно. Вот на схеме, друзья, затылочной части между красными маркировками, вот этой части у нас имеются 49 петель. Это 49 петель мы разделим на 5 частей. Когда 49 делим на 5 частей, у нас будет 9, 10, 10, 10, 10. Теперь эти части мы будем отделять с маркировками. Возле этой маркировки мы будем осуществлять сокращение. Сейчас на этом ряду, друзья, мы будем сокращать только 2 петли на уровне этой маркировки. А боковые процессы манипуляции идут сама по себе, как мы раньше здесь осуществляли. Это 11 петля 2 ножки. После красной маркировки посчитаем 10 петель. Ставим маркировку. Ставили вот эту маркировку. Посчитаем 8 петель и провязываем 2 петли вместе. Девятую и 10 провяжем вместе. Петельки переправим и провяжем вместе с наклоном вправо. Это в сторону правой руки. И сразу здесь поставим маркировку. Мы поставили сейчас вот эту маркировку. Теперь посчитаем 9 петель. Ставим маркировку.
Здесь будем сокращать еще одну петлю. Потом посчитаем 8 петель, ставим маркировку. 2 петли провяжем вместе с наклоном влево, в сторону левой руки. До красной маркировки должны остаться 10 петель. Проверяем. Правильно. И продолжим наше вязание. По бокам, друзья, продолжаем свою манипуляцию. Когда разворачиваем на лицевую сторону, мы с вами увидимся. Мы опять на этом ряду будем сокращать петли. Первые 2 петли мы сокращали таким образом. Вот здесь сокращали на эту сторону, а здесь сократили на эту сторону. Теперь на этом ряду, друзья, мы будем сокращать на 4 точки. Сократим здесь, в сторону право. Здесь продолжается то же самое сокращение. Здесь тоже. А здесь мы будем сократить в левую сторону сокращения. С этим мы будем сокращать 4 петли. Когда до маркировки останутся 2 петли, переправим обе петельки, провяжем их вместе с наклоном вправо. Продолжим вязание. Здесь то же самое. Когда останутся 2 петли до маркировки, их переправим и провяжем вместе наклоном вправо. Продолжим вязание. Вот здесь мы сократили 2 петли на левой стороне шапки. Это левая сторона шапки. Теперь мы подходим к правой стороне шапки. А здесь сокращение идет наоборот. Мы сократим петли после маркировки. Берем 2 петли и провяжем их вместе с наклоном влево. Доходим до маркировки. После маркировки 2 петли провяжем вместе с наклоном влево. И продолжим наше вязание. И по бокам будем продолжать нашу манипуляцию. На изнаночной стороне все петли провяжем изнаночной петлей. Когда разворачиваем на лицевую сторону, мы с вами увидимся. Опять на этих 4 точках будем сокращать по одной петле. И будем сокращать, как в предыдущий раз. На левой стороне сокращение до маркировки, а на правой части после маркировки. И каждом на лицевом ряду осуществляем сокращение 4 петли. И мы с вами увидимся. Друзья, заканчиваем процесс манипуляции образования петли 2 ножки. Сейчас находимся в предпоследней манипуляции. Здесь сокращаем последнюю петлю. А здесь нету петли для сокращения. Значит, здесь мы не сокращаем. И здесь в центральной части затылка имеется 9 петель. Будем сейчас сократить 4 петли. 2 петли вяжем вместе. Сократили одну петлю. И следующую тоже вяжем вместе. Сократили одну петлю. Центральную петлю провяжем одну лицевую петлю. Потом опять сократим 2 петли. И продолжим наше вязание. Здесь не сокращаем, а здесь будем сокращать последнюю петлю. Продолжим наше вязание.
После второй желтой маркировки будем сократить еще 2 петли. 2 петли вместе, 1 лицевая петля, 2 петли вместе. Продолжим наше вязание. Образуем 17-ю петлю 2 ножки. На том стороне тоже закончили манипуляцию образования петли 2 ножки. Теперь можем убрать маркировки. Будем провязывать без сокращения. И всего у нас здесь осталось 7 петель. Значит, мы сократили 42 петли. На схеме отмечаем. Сократили 9, 9, 9, 9 петель. В центре 6 петель. Вот теперь наша шапка выглядит вот таким образом. Теперь, друзья, мы начнем оформлять следующий процесс. Процесс оформления шейной части шапки. Ко второму замеру по размеру нашей головы в шейной части необходимо будет 90 петель. Здесь остались 54 петли. Чтобы было 90 петель в области шеи, нам надо добавить 36 петель. Эти петли добавляем по боковой части нашей шапки, где мы здесь оформляли петли 2 ножки. На этой стороне мы добавляем 18 петель, и на другой стороне мы добавляем 18 петель. Всего у нас будет 36 петель. И как мы это добавляем, сейчас я вам на практике покажу. Здесь, друзья, добавляем петли и сразу начинаем оформлять резинку 1-1. Петли 2 ножки будем вязать лицевыми петлями, а которые добавляем между ними, провяжем изнаночными петлями. В начале ряд теперь у нас будет с этой красной маркировки. Так, поднимаем 1 петлю и провяжем изнаночной петлей. Петли 2 ножки провяжем лицевой петлей, как всегда. Поднимем петли, провяжем изнаночной петлей. Лицевая петля, поднимем петлю, провяжем изнаночной петлей. Провяжем петли в области подбородка. Начинаем добавлять изнаночную петлю. А петли 2 ножки на левой стороне шапки вяжем таким образом. Заходим с правой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей.
Эту красную морковку мы убираем. Вот эта красная морковка у нас отмечает начало ряда резинки. Здесь добавим одну изнаночную петлю между петлями и продолжим резинку на петле затылка. Вот мы таким образом, друзья, провязали первый ряд резинки для шейной области шапки. Теперь это вязание мы продолжим по кругу до высоты 8-9 сантиметров. Вяжите сами самостоятельно, и мы с вами увидимся, когда готова будет шейная часть шапки. На схеме отмечаем. В боковой части шапки мы добавили по 18 петель. И в шейной области шапки у нас имеются 90 петель. Вот, друзья, шейная часть шапки тоже готова. Высота равняется 9 сантиметров. И провязано 21 рядов. И шапка сама приобрела вот такой вид. Теперь, друзья, будем оформлять телесную часть шапки. Здесь вяжем как кокетка, которую будем расширять на периферию наше полотно. Для этого, друзья, этот ряд все петли провяжем лицевыми петлями и наши все петли разделим на 6 частей. Когда разделяем 90 на 6, получится по 15 петель. Эти 15 петель мы будем разделить с маркировками. Считаем 15 петель. Ставим маркировку. Опять посчитаем 15 петель, ставим маркировку. После каждой маркировки будем добавлять по одной петле. И за один ряд у нас добавится 6 петель. И эти добавления осуществляем через ряд. Значит, на одном ряду мы добавляем петли, а на следующем ряду мы просто провяжем эти петли. А на следующем ряду опять мы добавляем петли. И каждое добавление мы осуществляем после каждой маркировки. И эти наши действия отмечаем на схеме. 90 петель мы распределили на 6 частей. И каждая часть у нас имеется по 15 петель.
хочу отметить, друзья, если у вас будет большая прическа, тогда обязательно вам надо будет немножко изменить цифру, которая у вас в готовом виде, вот который 17, вы можете сделать, смотря на вашу прическу, 18 или 19. Еще немножко добавите цифры, 2 или 3 можно добавить. И, конечно, когда будете образовать затылочную область, сокращение петель тоже начнете позже. Не 11 петле, а может на 13 петле. И у вас, конечно, затылочная область удлиняется и расширяется. И с этим вы можете добиться расширять той части шапки, в которой имеется у вас большая прическа.